Девочки, доброе утро всем! Хорошего настроения! Ребята, у меня Катасетум пиелатум уже перерос свой горшок. И я сегодня с ужасом обнаружила, что корнями он уже его деформировал. Не цвел, он у меня только второй год. Я еще только учусь обращаться с этими красавцами, морковками, так мы их называем. Листья не скинул зимой из-за того, что я его продолжала поливать. Да. Но уже выдал новый рост. И когда он выдает новый рост, начинают расти новые корешки. Видите, пока они не углубились в субстрат, надо аккуратненько его перекинуть. Перекидывать буду в 12-й горшочек. Сниму вот этот вот верхний слой уже засоленной коры и добавлю новую. Так, листья я вот так, девчонки, схватила у него, потому что они в разные стороны. Вообще мне очень нравятся морковочки, у меня их так штучек это около 10, но еще ни одна из них не цвела. Так, выкручиваю держатель. Это он у меня для чего был? Для того, чтобы не заваливалось растение. Я, знаете, по какому принципу высаживаю катасетумы и вообще эту группу орхидей? У меня нижний слой в горшке – это мох. Вот я приготовила мох. Я надеюсь, я смогу. О, девочки, наверное, я не смогу его достать. Приросли корни. Ну, я обомну. Вот эта корневая, она, в принципе, еще частично функционирует. Многие просто обрезают старую корневую для того, чтобы было больше места в горшке для роста новых корешков. Так. Видите, не хочет он у меня отпускать мой горшочек. Потому что не дают вот эти корешки. Я их сейчас обрежу. Я думаю, что это из-за них мы не можем выпрыгнуть. Я очень, девочки, хочу увидеть цветение хотя бы одной своей морковки. Но пока нет. Пока тишина. Так, что держит нас? Что нас держит? Что-то нас держит. Желательно пересаживать, пока вот эти новые корни не вошли в грунт. Не поливаю, девочки, еще. О, все. Вот видите, как получилось. Хотя здесь влажненько, значит, полив был умеренный. Так. Ну вот они уже начали вниз туда корни прорастать. Видите, видно. В общем, я вот таким образом беру только немножко сверху кору. Вот эту старенькую. Этот ком я даже не буду срезать, так и оставлю. У меня будет перевалка. Так как я еще не имею большого опыта по выращиванию этой группы орхидей, я ничего лишнего обрезать не стану. Но, судя по внешнему виду, корни частично уже отжившие свое. Но все равно так, вот это все, что здесь сыпалось, оно все уже нам не пригодится. Будем использовать новую кору. Только вот крупные кусочки можно будет повторно использовать. Кора уже здесь вся засоленная. Так, пока я его положу, стараюсь не касаться вот этих корешков растущих, молоденьких. В общем, девочки, я просто с удовольствием наблюдаю, как этот вид орхидей развивается в моих условиях. Это очень интересно. Так, я беру вот так некоторое количество мха и ложу в самый низ.
Просто потом, вы спросите, зачем я это делаю, просто потом я поливаю этот вид орхидей нижним поливом. И мох, а так как они любят попить, мох влажненький у меня остается внизу, и корешки с удовольствием бегут вниз. С удовольствием. Ну, видите, даже многовато. Учитывая, что здесь же уже и слой мха есть. Так, да, прям рука тянется вот это все срезать. Но я боюсь, что я наврежу, девчонки. Ты посмотри. Или действительно убрать вот эту нижнюю часть. Хотя корень такой достаточно плотный. А ну-ка, вот если снять веломен, тяж коричневый. Люди прям берут вот так вот, знатоки, и срезают полностью. Я что-то не рискую. Вот эти корни здесь прям хорошие. Видно, что хорошие. Может частично обрезать. Да, девочки? Ну, давайте частично обрежем. Сделаем как знатоки. Ну, будет у нас и такой опыт. Потому что вот этот низ с засаленным мхом, он прям мешает. Вот так вот стригут их, не жалеючи, понимаете? Это, конечно, вам не фаленопсисы. Я хочу сильнее углубить. Это вам не фаленопсисы. Здесь другой немножко подход. Беру часть мха старого. Немножко другой подход здесь. Просто вот эти новые корни должны углубиться в субстрат. Вот, все. И они должны начать... Я сделаю поддержку все же. Вот так вот воткну палочку. Так, и закреплю. И знаете как? Я вот тут вот обложу такими кусочками коры держатель. В общем, главное укрепить орхидею, чтобы она хорошо в горшке устойчиво была и держалась хорошо. Понимаете, девчонки? Так, сейчас и засыплю корой. Кора у меня тут целый этот вот, видите? Кора у меня в смеси с углем, кока-чипсами. Это как раз тот вариант, который очень неплохо подойдет этой группе орхидей. О, и смотрите, у меня получилось место для роста бульб. Вот здесь много места. В общем, как получилось, как посередине. Вообще лучше было бы немножко к краю горшка, да. Ну, в общем, я вот так думаю, что здесь места еще будет достаточно. В год одна бульба выходит новая. Тут и серамис у меня присутствует. В общем, сейчас мы засыпем и не поливаем до тех пор, пока это будет нижний полив. Я так практикую, пока у нас вот эти корни не прорастут прям туда в самый низ. Вот такая вот история с этой группой орхидей. Я все наблюдаю. Но вот цветения, к сожалению, пока нет. Но я думаю, это из-за того, что они еще не нарастили критическую массу. То есть, ой, сейчас я камешек уберу. Должно быть определенное количество бульб, которое, то есть запас будет у этой орхидеи на цветение, задел на цветение. В общем, вот такая вот красота получается. Не знаю, правильно, неправильно, но будем наблюдать. Кто-то бы из вас, может, немножко видоизменил, кто-то скажет, что я сильно заглубила.
Но я говорю, у меня нижний полив, поэтому, девчонки, я не переживаю. Здесь у меня вот сколько, смотрите. Старая бульбочка. Маленькая, с которой вот приехал он ко мне. Вот эти две бульбы ко мне приехали маленькие. У меня вырос вот этот рост в прошлом году. Вот такой выкормыш большой. И вот этот рост уже этого года. Я очень надеюсь, что с какого-то из этих ростов он все-таки процветет. Все, девочки, красавчик. Красавчик. Осталось только увидеть его цветение. Ну, в общем, вот это моя практика. Я вот так вниз ложу мох. И я люблю, когда появляются новые корешки, и они такие красивые, симпатичные, беленькие, бегут вниз горшочка. И уже они будут работать и кормить все растение, все бульбы. Видите, вот эта бульба еще такая налетает. То есть сейчас, пока корневая развивается, этот рост живет и питается за счет вот этих своих бульб, которые вот полны в сезон уже питания, запасли там кладовочку с необходимым уже для нового роста. И поэтому корневая у него только-только начинает развиваться. Я знаю, девчонки еще мох сверху укладывают, но я стараюсь мох не ложить сверху, чтобы не загнили бульбы. Когда бульбы начинают портиться, вот эти старые, их можно выкрутить. Так что, друзья мои, вот такая вот сегодня у меня история с моим катасетумом пилатумом. Сейчас посмотрела, там у Ольги Вовк очень много предложений по катасетуму весеннего. Я сейчас парочку себе закажу еще. Хотя не цветут, но мне вот просто интересно, как они растут. Но надеюсь, что скоро зацветут. Все, всех обняла. Всем мира и добра. Пишите про свой опыт, пишите про свои лайфхаки, у кого есть морковочки, как у вас это все с ними происходит. Девочки, прошло 2 недели после пересадки пилатума. Ну что вам сказать, я его один раз немножко полила. Что-то мне его стало жалко. Но это неправильно, но я полила чуть-чуть. Не сверху, а снизу намочила мох. Чуть-чуть намочила, но он уже практически... Не, ну еще тяжеленький. И что здесь по корням у новой бульбы? У новой бульбы рост корней. Видите, вот они уже пошли туда вовнутрь. Вот некоторые после пересадки вот с этой стороны закуклились. Видите, они были активные, вот смотрю, в общем, им не понравилось мое вмешательство, и они перестали расти. Но вот эти новые появились корешки. И вот даже здесь, по-моему, где-то там еще, короче, вижу намек на новые корни. Вот этот пробился. В общем, я надеюсь, что скоро я увижу эти корни уже в горшочке. Бульба старая, в принципе, не сморщилась, не изменила свой вид. Все нормально. Листья как были, так и стоят еще зеленые, но уже вот краешки вот так вот желтит он. В общем, жду, когда корневая хорошенько заработает, и пилатум станет на новые корешки, на новые ножки, и будет питать уже этими корнями все растение. Так что, девочки, вообще он, конечно, красивый. Я тут сижу, рассматриваю в интернете. Так, фотографии с его цветением. Сейчас в продаже я видела, есть белый, но мне хотя бы этот зацвести обещают желтый. Они вот бывают белые, желтые, бывают, ну в основном. Бывают и видела такие пятнистые, с розовым пигментом, с красным. Но это крупный катасетум. Сказать, что он проблемный, не могу сказать. Но, знаете, вот все-таки бульба чуть-чуть подсморщилась. Она, мне кажется, была
более наливная. Все-таки то, что мы с вами чикнули, вернее я чикнула его нижние корни, видимо, сыграла не на руку этому красавцу. Но я надеюсь, что когда станет на новые корни, то все будет хорошо. Сейчас пока эта бульба живет за счет бульбы старушки. Ну, вот тут еще две бульбочки. Бабушка и мама. Нет, получается дочка, мама, бабушка и прабабушка. Как там прабабушка поживает? Прабабушка вообще сдулась. Может быть, и не надо было часть корней отрезать. Но это, я думаю, не критично. Ну, посмотрим, посмотрим. Мне кажется, да, кажется, она поплотнее была, немножко подсдулась. Забирает питание. Вот за 2 недели, да, сначала показалось, что ничего не изменилось, нет. Немножечко, мне кажется, она стала, похудала трошки, похудала, да, видно, что похудала. Так что, девочки, спасибо за то, что с нами вы были на этом видео про катасетумы. Мне так интересна эта группа орхидей. Кому тоже интересно, купите один. Но купите, наверное, все-таки взрослый. Не покупайте малышню. Купите, уже разоритесь, купите большой, который уже к цветению готов. Потому что у меня вот это, вот я купила малышей, вот эти маленькие бульбочки. А вот эту мы накормили в прошлом году. А куплен он, смотрите, вот он приехал 7 июня 24 года. Вот это будет 2 года ему, вот он вот в 25 году летом начал расти, весной вот эту бульбу. Вот она за год выросла, но не процвела, потому что нету еще потенциала на цветение, нету запаса. Надо, чтобы, наверное, 2-3 вот такие бульбы были. Поэтому, если купите катасетум такой маленький, года 3-4 надо ждать до цветения. Поэтому сразу, мне кажется, лучше купить большое. А я вечно экономлю, вечно покупаю, что поменьше. Но не то, что экономлю. Ну, можно сказать, что да. Я же хочу побольше купить. Я на эту сумму, например, 2 морковки куплю. Понимаете? И вот я потом вот жду, когда же произойдет чудо. Но мне очень понравилось, как новый рост вышел. Вообще замечательно. Вот теперь жду, пока он, конечно, корешками обзаведется. Чтобы вот эта морковка, вот этот рост, чтобы немножко вернул себе объем. Так что, девочки, вот такой вот сегодняшний мой репортаж про морковочки. Лимоша чирикает. Мы сейчас без света сидим. Я прям расстроилась, потому что так орхидейки получали освещение, так они цвели, радовались. Ну, надеюсь, что это ненадолго. Ну и спросите, где же Жорик? А Жорик здесь, да, Жорик? Скажи, я здесь, я всем шлю привет. Погуляли с ним. Сегодня у нас, девочки, прохладно. И сегодня, 8 апреля, у нас пошел немножко град. И очень прохладно. Мы одевались. Все, всех обнимаю. Всем мирного неба и всего самого-самого наилучшего. Покупайте морковки, пробуйте выращивать. Ну, очень интересное занятие. В отличие от орхидей фаленопсисов, которые тут у меня повсюду. Морковки вообще, у них совсем другая агротехника, и это очень интересно.